ё-моё. Испортила впечатление стоянка. Вот видите, третий ряд кого стоит. Вот мы. Время 6 утра, начало 7. И вот впереди меня стоит машинка. Все соседи поразъехались. Один мой брянский спит. И вот сейчас, если мне надо будет ехать, сейчас скупаться сходим, то мне надо ждать, пока мои соседи разъедутся. Ну или он проснется. Ой. Ну и вторая проблема. Сейчас залез, взял манометр. В общем, у меня 7,8 колесо. Значит, оно все-таки спускает. Не держит оно. Получается, где-то что-то, скорее всего, как Димка говорил, где-то по диску микротрещина. О, ночники приехали кофе попить. Вот если Брянский сейчас, пока вернусь с душа, не соберется ехать, и все, и никуда не денешься, будешь стоять. Доброе утро. Горизонт, вон она. Административный центр Новосибирской области. (13 сентября, среда, 215 километров до Новосибирска. Пойдем в душ. Ай-яй-яй-яй. Выезжать надо, люди только заезжают. Пошли, искупаемся, потом посмотрим, что дальше делать. Ну что делать? Будем ждать, когда кто-нибудь разъедется. По-другому ж ничего ты не сделаешь. Ух ты, нифига себе, тут душ 250 рублей. Обалдеть. Туалет 25. Ну вот деловой возле меня уехал. А справа там Ситрак стоял. Он тоже уехал. Ну, слава богу, тогда я хоть смогу выкрутить. Ну вот вам, видите. Блин, дождь пошел. Нафига. Вот. А сколько будешь выезжать? 7 утра. Ну вот, становись там за любым. Вот, пожалуйста, встал. Когда он в Брянский поедет? Ну, мало ли когда. Человек решил выспаться. Ну и это полбеды. Вся беда в том, что вот 1000 раз повторил, можно и 1001 повторить. Вот не дай бог, что произойдет здесь внутри. Какое-то возгорание. Здесь будет беда. Ну ладно, мои соседи разъехались. Тогда и мы поедем. Сейчас до Чулыма доедем. Не буду я его подкачивать. Тут до Чулыма недалеко. Как мои батарейки после ночи стояния на автономке. Так.
Данные. Так, масло. Масло на минимум. Уже надо масло доливать. Батарейки он 2,4,7. Ну тут как она тут автономка-то работала? Так, на расслабоне, кстати, ее надо выключить. Так, рацию включаем. Что, зверушек можно не идти отмывать. Они сейчас сами отмоются на ходу. В какую сторону лучше крутить? Влево, вправо? Наверное, вправо. Передачу туда выключить. Не выслался. Вот видите как. Это вот хорошо соседи разъехались. Как и было договорено в 7 утра, что нам надо выезжать. Стекло немножко запотело. С душа пришел. Вот так вот. Стой и жди, пока человек проснется. Ну, к душу нареканий нет. Кроме одного. 250 как-то, ну это, не знаю, я считаю, что это много для душа. Ну хотя бы 200. Точно такой же за 150 в этой, во Владимирской, на Владимирской объездной. Абсолютно один в один по качеству. Географический центр Новосибирской области. Так что вот он где. Ладно, поехали. Сейчас в Чулым будем заезжать. Там первый шиномонтаж по дорожной сети. Надо делать. Искать причину. Потому что это не хорошо. Если там трещина в диске, она в любой момент может разойтись. Колесо на ходу спустит. Хорошо, если не на ходу. Если дело в диске, значит берем, снимем запаску и переставим с запаски диск. Сейчас вот ехал, думал. И я вчера, когда колесо подкатывал, на улице было 18 градусов. Ну и резина же была горячая. И качал я 8,5. Сегодня утром 10 градусов. И резина была холодная. Может, вот эти вот 0,5-0,7 атмосферы и сыграли свою роль. Потому что, ну, мне кажется, что если трещина в диске, ну, в любом случае, оно быстрее бы стравливало. Ладно, сейчас посмотрим. Вот 2,5 километра шиномонтаж. Если они свободны, пускай снимут, посмотрят. Или так посмотрят. Если заняты, ну, в любом случае давление сейчас, вот поверь, вот надо было, может быть, не полениться сегодня с утра, опять накачать 8,5 и поехать, и уже проверять потом. Просто потом туда дальше. Шиномонтажи ты найдешь в любом случае, хватает еще, по трассе хватает. Сейчас вот зарулим здесь в Чулыме. Если свободные, пускай проверят. Что? Если 0,7 стравило, значит там уже совсем микротрещина. Как-то, черт его знает, не знаю.
пускай поглядят парни. Поворот на Чулым. Вот там есть, вон там тоже шиномонтаж, тоже по дорожной сети. Так, а я вот сюда вот, где вот этот комплекс. Шиномонтаж, дорожная сеть. Вот я никого не вижу. Может, они не работают? Оно, наверное, может, внутри у них. Да, вот шиномонтаж, дорожная сеть. Так. Столовая у Татьяны. Ой! Что-то сразу как-то... Воспоминания такие недавние. Вот он, шиномонтаж. Что-то я никого не вижу. Все закрыто. И, наверное, работают. Вход написано там. Получается, мне тут надо, наверное, кругаля крутануть. Я сейчас... Что я сейчас сделаю? Я сейчас давление померяю сначала. Если у меня там сейчас за 8 атмосфер, значит, все у меня держит. Просто это было перепад температур. Потом пойдем к ним, если что. Сейчас мы все это дело быстренько проверим. У меня сейчас за 8, значит, возможно, это все из-за перепадов. Так. А, все, никаких проблем. У меня 8,5 сейчас. Все. Я даже вам сейчас покажу. Вот, видите, 8,5 атмосфер. Но это должно быть на холодную. Значит, сейчас мы его до 9 накатаем. На холодную будет 8,5. И все, и никаких вопросов, никаких проблем с колесом нет. Потому что вот на том, вчера, когда я там, ну я тут тоже сразу проверил, на том была 9. А каталась всегда 8,5. Так,
мои ключи. Сейчас мы ее заведем. Катанем ему девятку на горячую. На холодную будет 8,5. Будет нормально. И все. Никаких вопросов. Значит, по золотнику ушло. Считай, вот ты сейчас ехал, подумал. Хорошая мысля приходит опосля. Мешало бы смотать аккуратно. В общем, вот так. Не хочется просто лишнее телодвижение. Все. Гуд. Моем руки. Погнали дальше. Разница в температурах. Вообще давление же проверяется на как? На холодную. Видите, разница получается 0,5-0,7 атмосфер. Что холодная резина, что горячая. Все, погнали. Been a long time, I've been waiting for you. I got my feelings up and it's just for you. I just need a little bit of time to breathe in and out. I just need a little bit of time to ease up my mind. All for you. Situation got me running like I'm losing my mind. All for you. I feel with every little step I take, I'm crossing your line. All for you. I'm all for you, all for you. Yeah, I'm all for you, all for you.
make it right, trying to make it right, but I can't breathe. Situation got me running like I'm losing my mind. All for you, I feel with every little step I take, I'm crossing your line. All for you, I'm all for you, all for you, yeah, yeah. I'm all for you, all for you. Болотная уже как этот стала. Как столовая. Как раз время попадает все время тут кушать. Нормально. О, щука поехала. Ха-ха, она самая. Америка. Звук такой, да? Хрен с чем перепутаешь. На взлет пошла. Сейчас мы поедем. Пойдем на взлет. Так, ну вроде тут нормально. Все, вроде ничего я больше не забыл. Банки эти спрятать. Хрусталь. И можно газовать дальше. Впереди у нас пару часиков и будет город Кемерово. Сейчас 1:30. Мы должны быть в Кемерово. Должны еще успеть до вечерних пробок проехать. Нам еще заправиться в Кемерово опять. С какой целью интересуетесь? Данная гражданка в Уголовном кодексе, точнее в уголовном розыске. И что? Она представляется вашим родственникам. И что? На вопрос будете отвечать, когда у вас заживало, и что? Ну хорошо, вы мне тогда на вопрос ответьте, чей Крым, капитан Белов? Питер Тухвадер, Крым точно не твой. Зачем ты говоришь? Смешно, я вам покажу. Хавальник завали, чучело. У тебя говор запорожский или чей там? Все запорожские, нахуй, закрой свой рот, вонючий ты Тухвадера, мразь, которая, сука, не образованная, которая ни разу не была, сука, за границей, не видела, блядь, прелести данного мира. Сидишь нахуй себе в какой-то деревне, блядь, подсасываешь хуй своего начальника за зарплату 600 рублей, блядь, и живешь с зарплаты, ты, сука, свободная шляпа ебаная. Слышь ты, Белов, мудак ты. Теряйся нахуй, пусть. Ну все сказал, чучело. Если вам видно, код Латвии. Еду себе, значит, под Кемерово.
Никого не трогаю. Звонок. WhatsApp. Капитан Белов представился. Видите, чей Крым не сказал. Кем, говорит, вам там, ну вы сами все слышали. Гражданка приходится. Так бы уже не палились так. Ну уже, видите, уже хоть капитан. Обычно, когда эти петушары звонят, у них этот старшими лейтенантами почему-то представляются. Здесь представился капитаном. Вам было смешно, мне да. Кредит, наверное, кто-то хотел на мое имя взять. Видите? И не был я, оказывается, ни в одной стране. И не видел прелести остального мира. Цирк! А у нас Кемеровская объездная. Через 20 километров город Кемерово. Не знаю, как вас, а меня капитан Белов повеселил. Скорее всего, уже какой-нибудь сержант Петренко. Настоящая фамилия. Это не важно. Так, мы в Кемерово. Сейчас будем заезжать на заправку. И ради интереса тоже проверим. На нее как бы жалоб нет. По ней вопросов нет. Вот мы сейчас и проверим. Ага. Чуть-чуть попозже. Самое главное, чтобы он был свободен, этот Газпром. Ну, на дороге нет никого. Маленькие, вот что плохо. И это единственная заправка, я же, по-моему, в прошлый раз говорил. Ну, еще раз повторюсь. На которой, если заправляетесь по топливным картам, надо сначала идти с картой, а потом вставлять пистолет в бак. Потому что по-другому вы зальете топливо и вас заставят его оплачивать. Наверное, не знаю. Ну, кто-то заправляется. И сейчас мы... Короче, сейчас мы тут как-нибудь куда-нибудь залезем. Вот, может, та машина отъедет. Маленькая. А он только подъехал. Ну, в общем, это. Сейчас на какой-нибудь из мест залезем. Что если я сейчас за этим маленьким стану, я перекрою туда вообще всем мелким заезд. Женька подъезжал. Что, ты все меня подпираешь? Не поедем никуда? А! Селфи? Давай. А пока стояли, мимо проезжал Юрий, подписчик. Остановился. Мы его кружечкой угостили. Ну, стоять это хорошо. Но ехать работать надо. Так, там люди едут. Я это начну вытягиваться. Я им помешаю ехать всем. А если так слаб
чуть-чуть я не вытянусь, потому что я знак уцеплю. Мне надо, чтобы выехать, мне надо вытянуться на вот ту полосу. Так, хорошо. Сейчас мы тут пока стоим, сейчас быстренько проведем. Так, 232 литра я залил. Пока там все едут. У меня на остатке было тонна 184. Калькулятор. Сброс 232 плюс тонна 184. Тонна 416. Надо сейчас посмотреть, сколько там на этом показывает. Так, ну вот здесь все. Сейчас вот этот черненький автомобиль проедет. Тут беленький уже подвинется. Иначе я тут буду вечно стоять, пока отсюда выеду. Давай, брат, удачи. Да, время как раз уже у нас 15:05. Пока заправился, пока постояли, пока поговорили. Сейчас это... Надеюсь, еще без пробок выскочу отсюда, из Кемерово. Солнышко спряталось за горизонт. Еще полчаса и будет совсем темно. Мы уже за Мариинском. Горки нормально прошли. Ну что, сейчас еще не зима же. Сейчас, наверное, до Итацкого. Нам не надо в Итацком заправляться. До Итацкого дойдем. Там какой-то ужин надо замутить. Ну и ориентировочно сегодня, наверное, в Бачинске приземлимся. До Миши сегодня ехать, во-первых, уже будет очень поздно. Плюс в это время у него уже там можно и не стать, как бы машинки тоже у него паркуются. Наверное, в Ачинске, там на выходе с Ачинска. Не здесь на въезде, здесь дырявые эти, грязные эти ямы, болота, вот это вот слева, справа. А на выходе там на горке возле аэродрома. Там вроде как ничего, такая стоянка. Во всяком случае там плиты бетонные. Наверное, туда сегодня ночевать поедем. Перекресток Ойл 6460. ДТ по 76.95 нет наличия. Ну и видите, да? До мусорки ж тяжело донести бутылки с анализами. В общем, стал на ужин. Просто сейчас позвонили как раз с фирмы. Ну, по итогу что? Вчерашняя кормиловка, недолив 10 литров. Как и показал мой компьютер. Сегодня там потом он все пересчитал. Все, Кемерово, все четко. Никаких вопросов. Так, все у нас тут хорошо. Ну да, туда. О, грязненько. Ладно,
Пойдем поужинаем. Все равно уже стемнело. Как раз позвонили, смотрю, интернет хороший. Думаю, останусь здесь. Все равно стемнело. Ну, практически сейчас еще 15 минут и будет полная темень. Поужинаем и покатим сегодня до Ачинска. Да? Я Вольт говорит. На тюрлях. Швартуемся на выезде с Ачинска. Антей. Говорили, в Ачинске новый асфальт положили там по дороге. Да, толк от него, что он новый. Он уже весь там колеи уже по колено. Это первое. А второе, да, там тоже говорят, что это срезают там асфальт, этот будут якобы там возле... Или проложить. Выполните разворот там, где это разрешено. Затем на следующем повороте На этом переезде светофоре, на этом конченом. Так они так его срезали, что там сейчас вообще ехать невозможно. Вот просто невозможно. Я чуть проехал. Думал, оторву и груз мой вывалится сзади. Что-нибудь оторву себе. Плюс в темноте еще. Это что? Бигбосс? Добрый. Добрый. А у вас дорожная сеть есть? Не, у нас А чек кассовый даете? не косой, только в гостинице. Ну, в гостинице можно взять, да? Сок стоянка. Нет, это там оплатишь. А, там оплатить, да? Хорошо. Смотри, Я вот туда стану. право на срочный рабочий, но пока нет. Я вон там скания стоит. Ну, вон там, крайнее право, я возле нее стану. Вдвоем Не, это не со мной. Не. Короче, это жесть просто. Я чуть перевалился через этот переезд. Они срезали асфальт, там вообще просто невозможно стало. А я, наверное, мордой сюда вот загоню, да и все. Пойду схожу в гостиницу, оплачу. Будем ложиться спать. Это просто кошмар. Новый асфальт по дороге типа лежит. Колеи, во! Пол колеса. Как так можно? Его вот недавно положили, ему месяца, наверное, нет. Дурдом. Ну, до Миши далеко ехать. Уже время. 12 час. Да и у него там, говорю, не станешь еще. Можешь не стать. Тоже бывает забивается стоянка. Все, пойду я. Схожу, денежку занесу в гостиницу. Чек заберу и баньки. Не кушать ничего не хочу. Машу спать положить. Будет орать тут. Едет она куда-нибудь. Она может.